Ребят, всем здравствуйте! Пред вами стоят две орхидеи, хотя их должно было быть три. Эти орхидеи мне были отданы, в данном видео можете про них посмотреть. Почему нет одной? Потому что где-то примерно месяц-полтора назад ее не стало, у нее случился фузариоз. Стояла на данном реанимационном окне. Кстати, у меня за эту зиму две орхидеи погибли от фузариоза. Эти орхидеи никогда не видели друг друга. Одна стояла на кухне, другая стояла именно здесь. И как-то был мне задан такой правильный один вопрос в социальных сетях, и девушка со мной консультировалась по поводу ухода и показывала свою орхидейку. Там тоже фузариоз. Конечно, есть смысл спасать. У меня есть одна такая орхидейка. Принесла вам ее сюда. Сидит в тепличке и наращивает новые корешочки. Попозже я вам поближе ее обязательно покажу. И был также один комментарий, где хотели, предлагали мне, чтобы я выкинула эту орхидейку в помойку, потому что фузариоз – это серьезное заболевание, которое может передаваться к другим орхидеям. Но, ребят, знаете, я стараюсь всегда последний шанс орхидейкам дать. Конечно, можно было выкинуть. У нее здесь 3 листочка. Один лист она прекрасно, нормально наращивает. Теперь появились новые корни. Вот как? Вот как ее выкидывать? Орхидея очень хочет жить. Она листья растит корневую систему. У нее есть потенциал, у нее есть силы к жизни. Я всегда говорю, мы тяжело больных людей никогда ведь не закапываем в землю раньше времени. Нет, нет. И тоже бывают такие заболевания, которые тоже могут даже воздушно-капельным путем передаваться. Но я считаю, что это живое. И кощунственно будет с моей стороны выкидывать орхидейку. Есть такие орхидеи, которые борются с этим заболеванием. Мы им помогаем, мы их лечим, даем различные препараты. И тогда фузариоз, он отступает. Конечно, вероятность того, что он появится, есть. Но когда появится, мы этого тоже знать не можем. И девушка, изначально-то я начала с нее, которая мне тоже писала и спрашивала, и задала такой верный вопрос. Лена, как в дальнейшем предотвратить это заболевание? Ребят, тут прям честно не знаю. Я не знаю, что ответить на такой вопрос. Опять же, дам вам именно параллель с людьми. У людей у нас есть различные заболевания. И провоцируют тоже там, я не врач, точно сказать не могу, там какие-то бактерии, инфекции, и пошло-поехало. Когда у нас падает иммунитет, либо генетически как-то у нас проявляется тяжелое заболевание, вот проявляются. У кого-то нет. Все мы, насколько я знаю, являемся носителями раковых клеток. И какие-то люди болеют, кто-то с этим заболеванием справляется, а кто-то нет. Увы, к сожалению, никак не могут. То же самое и фузариоз у орхидеи. Я всегда почему-то именно это заболевание я сравнивала с раком. Это настолько тяжелое заболевание, что орхидейки в основе начинают гибнуть в один момент. Даже дня за 2 и орхидеи может не стать, вы этого не поймете. И про эту орхидейку вы можете также посмотреть в данном видео. Просто я вовремя заметила это заболевание, и я знала тактику, и я знала, как лечить. Но, ребят, предотвратить это невозможно. Единственное, что вы можете, это, так сказать, предохранить орхидеи от грибковых заболеваний. Лично я весной, в начале весны и в начале осени проливаю орхидею растворами, которые содержат фунгициды. Допустим, тот же самый можете взять привикур. Отличный, идеальный препарат. Можете взять какие-то биологические препараты. В общем, что-то из этого рода. И тем самым предотвратить. А вдруг данное заболевание прям хочет проснуться. Оно хочет выйти наружу и погубить орхидею. И мы тут орхидею начинаем профилактировать и, конечно, предотвращаем. Но чтобы конкретно что сделать, если возьмем данную орхидейку, она недавно у меня пересаженная, и что мне сделать с ней,
чтобы не случилось фузариоза. Но ничего. Насколько я знаю, ничего мы сделать не можем. То же самое, как и бактериалка. Падает иммунитет, меняются какие-то условия содержания орхидей, и бах, все эти бациллы, они также проявляются на орхидеях. И вы можете мне в комментариях написать, если вы знаете такой способ. Обязательно мне о нем расскажите. Ну, сколько лет я занимаюсь в уходе именно за орхидеями, я лично для себя его не выявила. Ладно, ребят, про фузариоз рассказала вам немножко. Давайте, конечно же, уже поближе посмотрим вот эту орхидейку. Но вообще я вам про них расскажу. И, наконец-то, мне уже нужно приступать к решительным мерам. Давайте сразу же запечатлю вам результаты вот этой орхидеи. Была она сюда посажена 3 недели назад. И вот такой прекрасный результат у орхидеи с фузариозом. Конечно, я ее буду выхаживать, и сами прекрасно видите всю ситуацию, что корешочки наращиваются прекрасно. Орхидейка очень сильно хочет жить. Так она у меня сидит в бутылке. И, конечно, ребят, сюда орхидеи нельзя усаживать именно в бутылку, если вы вдруг видите, что грибок присутствует на листе, какие-то пятна, там черного происхождения, желтого происхождения, это грибковость. И она все равно со временем от этой воды убьет орхидею. А когда листья орхидеи идеальны и придраться не к чему, то усаживать сюда их можно без проблем. Давайте посмотрим сначала вот эту здоровую. Вместе с вами мы ее пересаживали, все у нее хорошо. Она просто сама по себе взрослая, насколько я уже поняла по стволу, он был намного такой большой, длинный. Это говорит о ее возрасте. И очень сильно, очень мощная, хорошая орхидейка. Корневая система у нее развивается. В основе она уходит туда на низ. И здоровью ее абсолютно ничего не угрожает. Приспособилась, начинает свой новый рост, новую жизнь. И вот эта орхидея, которая, конечно, требует моего внимания. И кто-то, может быть, тоже подумает и скажет, почему такая маленькая орхидейка сидит в таком огромном горшке. Ребята, если фотографию найду, я вам обязательно ее сюда вставлю, какая она была ранее. Либо можете посмотреть в том видео, которое я вам рекомендую. Она была изначально с 2 листиками, ну, достаточно такими большими, длинными. По прошествию времени она их засушила. И вот что осталось. Вот эти 2 листа она уже нарастила у меня. Вот эти вот корешочки также были нарощены у меня. И почему усажена в такое большое кашпо? Потому что корневая система у нее была достаточно хорошая, большая, но она находилась на поверхности. И я ее сюда заглубила, посадила, и в итоге получилось так, что листья отсушенные, орхидейка вот такая, как будто маленькая. И корни, ну не знаю, посмотрим, сейчас будем ее доставать, возможно, они у нее и сгнили. И на данный момент она, почему просит и требует, чтобы я что-то с ней сделала, но нет развития абсолютно никакого. Листики, они у нее начинают, даже вот эти, которые есть, морщинить. И я прекрасно понимаю о том, что орхидейку нужно пересаживать. И насколько вы знаете, я не приверженец того, чтобы орхидеи лишний раз в посадке дергать. Посадка у нее была 19 августа. И только на данный момент она мне показала и кричит и говорит о том, что уже пора. Ну что ж, давайте вытаскивать и смотреть. Вот я буквально перед тем, как видео записывать, я вот так вот орхидейку взяла. Вот видите, она вообще здесь нестабильна. Она уже отсюда сама по себе выходит. И вот что, ребят, мы можем наблюдать. Действительно так и есть. Корневая система, которая у нее была внутри грунта, она погибла. Поэтому у орхидеи нет нормального и хорошего развития. И есть местами вот корешочки хорошие, вот хорошие. Но даже глядя на все это, я понимаю, что оставлять я это в посадке, скорее всего, уже не буду. Также много сухих корней, испорченных корней. И, возможно, произошла какая ситуация с орхидеей. Она загноила,
эти воздушные корни, они не справились, от чего все и погибли. Почему я не буду оставлять даже вот эти вот хорошие твердые корешочки? Видите, какой ствол длинный. С одной стороны, для чего они ей в уже новой посадке? Это будет занимать много пространства, а чем больше пространства внутри грунта, тем тяжелее орхидейке адаптироваться. Поэтому уменьшаем ствол, уменьшаем корневую систему, даем наименьший объем, и орхидея должна нормально прижиться. Ищу здесь, ищу, где же... Ну, вот этот вот, скорее всего, корешочек у меня будет крайний. Так, сначала примеряю. А вот это даже корешочки, которые они есть, ну, тоже особого смысла от них и нет. Поэтому вот так я орхидейку отстригаю. И вот что у меня остается. Это самый нормальный и оптимальный вариант. Как вы можете видеть, здесь уже все зачищено. Стволик подрезала, он нормальный, здоровый, хороший, никаких пятен здесь абсолютно нет. Ну и особо зачищать мне тоже здесь ничего не придется. У вас, ребят, если будет желание, ну вот если есть такая ситуация, вот эти вот корни, которые хорошие, сейчас вот я вам скажу, здесь получается именно два вот этих твердых хороших корня. Их можно оставить. Его даже можно вот так вот, как есть, усадить и ждать, что будет деточка. Потому что ствол сам по себе является еще хорошим. Но я этого делать не буду, потому что у меня уже категорически места на окнах не хватает. И такой пень я тоже оставлять не буду. Место среза я сейчас прикрыла именно вот таким препаратом фундазол. Можете использовать Максим, но я почему-то больше люблю именно работать с фундазолом. От него и орхидеи намного быстрее восстанавливаются, и гнилостные процессы, если вдруг какие-то есть, от Максима они могут прорастать дальше. А фундазол все прекрасно, всю инфекцию он подавляет. Сейчас я ставлю орхидейку на просушку где-то примерно часа на 3, чтобы место вот это оно подсохло. И тогда уже орхидея пойдет в посадку. Прошло 3 часа. Орхидея, думаю, что подсушила свой стволик, но все равно. Для того, чтобы он до конца просох, необходимо хотя бы сутки выждать. Но так как время ограничено, и я беру сухие грунты, решила я ее усадить именно по типу закрытой системы. Это обычный стаканчик объемом 200 мл, без каких-либо отверстий. И сюда я ее уже буду усаживать. Почему именно закрытая система? А все потому, что большое количество влажности, и тогда орхидейки прекрасно наращивают корневую систему. Но ни в коем случае вам нельзя усаживать орхидеи именно в закрытую систему с гниющей, портящей корневой, либо если есть какая-то гниль на стволе. Это все дальше будет развиваться и портиться. Ничего, думаю, нормально она справится. Пусть объем он и великоватый, но я ее усажу чуть пониже. Обязательно в посадку, именно в закрытую систему, необходимо брать дренажный уровень. В моем случае это керамзит. У меня он крупный. Ну ладно, я сейчас выберу помельче фракцию. Вот столько будет достаточно. Именно дренажный уровень, он нужен для того, чтобы определять и осуществлять полив. Также я беру ее старый грунт. Здесь я, насколько вижу, орхиата, кокосовые чипсы. Также присутствует ее старая кора. Это, ребят, грунт свежий, новый, и выкидывать его не нужно. Буквально немножко я также на дно укладываю орхиату и усаживаю орхидейку. Обязательно необходимо, чтобы у вас корни, индикаторы нашего роста, они находились у стенки горшка, для того, чтобы в будущем замечать, как будет прорастать ее корневая система. Либо все хорошо, либо портится. И далее также немножко
улаживая орхиаты фракции 12-18 миллиметров. И если даже у вас орхидея будет сидеть не прямо, ну то есть не по центру, а где-то с края, ничего страшного в этом нет, зато вы корешочки будете видеть. И обязательно сейчас мне под попочку уложить ею кусочек коры, чтобы в дальнейшем сюда никакой влагоемкий компонент в виде кокосовых чипсов или мха не попал. Ну, буквально вот так вот, думаю, что вам видно. И сейчас в серединный уровень посадки я обязательно буду орхидейки прокладывать мох. У меня есть в наличии вот такой прекрасный, идеальный, хороший мох. Не та трухля, которая продается в магазине. Обращайтесь. Также я сразу сделала именно мох с раствором Радифарма. Это антистрессовый препарат при пересадке. Сейчас мне не нужно никаких фунгицидов сюда добавлять, потому что нет гнилостного процесса. А мне нужно просто орхидейку прекрасно адаптировать. Мне поможет этот препарат, который вы также можете приобрести у меня. Но вдруг Радифарма у вас нет, по каким-то причинам вы его приобрести не можете. Используйте какие-то свои антистрессовые препараты. Хорошенько отжимаю. И буквально немного я прокладываю в середину. Для чего он мне нужен именно в серединном уровне? А все потому, что мох, он очень хорошо задерживает влагу внутри самой посадки. И также мох идеально помогает в наращивании корневой системы. Он же долго ее держит. И от воды корневая система начинает прекрасно наращиваться. Сильно я здесь ничего не утрамбовываю. Далее опять укладываю слой коры и кокосовых чипсов. И, ребят, кокосовые чипсы вы также можете приобрести у меня. Вот столько коры я проложила. И как вы можете заметить, видите, сам стволик, он находится в посадке ниже. Если обычные стандартные посадки, то я люблю и усаживаю орхидейки именно сам ствол в уровень горшка. Я не заглубляю. Но когда мне нужно наращивать корни, я опускаю ствол ниже. И тогда корни выманиваются из ствола и начинают хорошо интенсивно прорастать. И завершающим слоем также укладываю мох. Здесь он мне сверху нужен для того, чтобы задерживал влагу внутри посадки. И тем самым, когда мы даем воду, не дай бог вы ее не фильтруете, а берете из-под крана, то он задерживает различные соли. Со временем вы можете замечать такое, что мох почернел. Это вот от тех препаратов, которые вы даете, либо соли. Также стараюсь, чтобы мох не соприкасался со стволом. И вот такая посадочка у меня получилась. Думаю, что орхидейке понравится. Вот они, мои индикаторы роста. Теперь я, конечно, буду видеть и наблюдать, что у орхидеи будет происходить внутри грунта, внутри посадки. Теперь, ребят, я надеюсь, что у данной орхидеи все будет хорошо. Конечно, какие же действия я буду к ней предпринимать? Обязательно в полив буду добавлять именно раствор с радифармом раза 3. Для того, чтобы она и быстрее адаптировалась, для того, чтобы у нее не случился стресс в посадке. Также мы не забываем о том, что вот эти корни, которые пошли в посадку, они в основе воздушные. Эти 3 корня, ну там их всего лишь 4 корней, но именно 3 они воздушные. А что мы знаем про воздушные корешочки, когда они у нас идут в посадку? Конечно же, их необходимо приучать к воде. Как я буду поливать? Как я ранее сказала, взаимодействие со стволом было, выжидаю сутки. Следующие сутки я орхидеи немного проливаю, увлажняю только вот этот слой мха. Закрытая система, конечно, вода здесь будет оставаться, но я ее аккуратно солью.
Следующий полив я первое время буду ориентироваться по корням. Они у меня будут зеленые после полива. Как только напитаются, и у нас же здесь в середине грунта именно мох, мох он долго держит влагу. И как только корни начнут сереть, моя первая задача ни в коем случае не загноить корневую систему. Она и так маленькая, она и так слабенькая. Как только замечаю корни серые, опять проливаю. И, ну знаете, буду проливать до тех пор, пока не пойдет рост корней. Как только начинается, новые корни наращиваются, там листик, я вижу, что орхидея приспосабливается, ей все нравится. Далее содержу ее как в обычной закрытой системе. То есть также увлажняю верхний слой мха и воду наливаю в уровень дренажного слоя. И там ее я оставляю. Но вдруг, как я ранее сказала, ей не понравится здесь сидеть, и корешочки, не дай бог, начинают портиться. Не дай бог, листья еще больше начинают терять упругость. Я внизу проделываю отверстие. Если необходимо, также вот здесь по периметру проделываю отверстие. И буду содержать уже как обычную посадку. Ну что, ребят, пожелайте орхидейке скорейшего восстановления, выздоровления. Пусть уже поскорее поправляется. Полгода как-никак прошло, а она до сих пор еще не смогла восстановиться. Конечно, с одной стороны и мой косяк, что я, возможно, где-то не доглядела. Я ранее не предотвратила, но и орхидея не показывала о том, что ей плохо. Единственное, что она скинула вот эти большие достаточно листья, было нижние, и все. Тургор не терялся, корешочки новые наращивались, и я к ней не лезла. Я, конечно, видела и понимала, что рост листьев, он ненормальный, он какой-то заторможенный. Это обычная стандартная орхидея, возможно, вот с такими обычными стандартными листьями. Но здесь я вижу, что это как будто деточка, это как будто бы миничка. Ну ладно, теперь мы эту ситуацию исправим, и у орхидеи все будет хорошо. Не дай бог начнется гнилостный процесс, обязательно лечу фунгицидами. На данный момент все хорошо, обязательно даю антистрессовые препараты. А я, ребят, вам желаю мирного неба над головой. Пусть все у вас и у ваших родных будет хорошо. Здоровья вам крепкого. Всем всего самого доброго. Всем пока.